Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! И у нас сегодня праздник. Мясо! Да, причем двойной. Сын приехал в гости и попросил приготовить вкусную мясную подливку. Сейчас покажу, как буду это делать. Берите хорошее настроение с собой на кухню, тогда блюдо точно получится отменным. Поехали! Сковородку на огонь. 300 граммов грибов. Прямо в сухую. Итак, грубо. Я думаю, на 4 части будет хорошо. Пусть готовятся, а я займусь мясом. У меня говядина. Нарежу на такие довольно крупные кусочки. Слежу за грибами. Уже выпарилась жидкость. Они даже на сухой сковороде подрумянились. Сейчас добавлю немного растительного масла. Соль. Прогрею 1 минутку буквально. И переложу в тарелку. Они нам пока не нужны, пусть отдыхают. Эту же сковороду на огонь. Растительное масло. И здесь важно, нужно, чтобы оно хорошо нагрелось. Пошел дымок. И выкладываю кусочки мяса. Так, чтобы они были в таком свободном плавании. Его нужно запечатать. Нагрев под сковороду у меня максимальный. Когда мясо подрумянилось с одной стороны, переворачиваю на другую. Ой, прекрасно. Смотрите, какое румяное. Будет все очень вкусно. И еще несколько минут на обратной стороне, до румяности. Беру кастрюлю, в которой буду тушить мясо. И выкладываю кусочки. И продолжаю. А пока мясо обжаривается, займусь овощами. Лук. Много лука, друзья мои. Мясо любит лук. Угу. И сразу рядом 2 зубка чеснока. И эти кусочки уже можно доставать. Ух, будет пир на весь мир. И сразу же быстренько в эту сковородку лук с чесноком. Она хорошо нагрета, в ней много вкусов. И хороший шмат сливочного масла. Конечно же соль, щепотку сахара. У меня тростниковый. И все хорошо обжариваем. Здесь тоже есть нюанс. Лук нужно прямо вкусно пожарить. Немножко даже его карамелизовать. Соус получится обалденным тогда. Все, набираемся терпения и ждем. А что ждем? Мы остальные овощи нарежем. Это будет морковь. Я ее хочу просто вот так вот на кружочки, на пятаки. И сегодня добавлю немного красного перца. Есть у меня, можно добавить. А тоже вот так вот. Все приготовления закончены. У нас очень вкусно пахнет. Лук подрумянился, стал как бы таким карамельным. И в то же время, друзья, он еще очень твердый. В этот момент добавляю немного воды. Совсем чуть-чуть. И продолжаю этот процесс. Нагрев под сковородой снижаю. Да, жизнь прекрасна. Нужно наслаждаться, несмотря ни на что. И вы знаете, для себя вывела один такой интересный навык. Это не спорт, не зарядка, не мысли, а это умение вдохновить саму себя. Вот сегодня утром проснулась совершенно без настроения. Очень плохо себя чувствовала. А потом взяла себя в руки, подбодрила, похвалила. И вот она я. Так что, друзья мои, относитесь к себе с уважением и любовью, с нежностью. И все у нас будет хорошо. Самонастрой – это самое главное. Да, благодарю. Я прям сегодня этот опыт пережила на себе, поэтому смело могу поделиться. Все. Когда водичка выпарилась, лук стал немножко мягче. И посмотрите, какой он красивый уже становится. Видно, да? Такой карамельный. Еще раз добавлю немного воды. И продолжим процесс. На самом деле это все очень быстро. Водичка выпаривается буквально за 1 минуту. Поэтому делайте, хозяюшки. Это придаст соусу очень вкусный вкус. Этот карамельный лук. Отлично. Мне уже нравится содержимое моей сковородки.
Лук стал мягким, таким карамельным, очень вкусно пахнет. Добавляем овощи. И прогреваем все вместе. Минут 5, наверное. Не обязательно их доводить до готовности, потому что еще будет все тушиться у нас вкусненько. У нас осталось добавить к овощам еще один ингредиент. Когда овощи уменьшились в объеме, немножко прогрелись, можно продолжать. Берем томатную пасту. Где-то столовую ложку. У меня это чайная. Ну, вот так вот. И снова хорошо прогреваем, чтобы томатная паста тоже немножко поджарилась. Буквально через 2-3 минуты у нас здесь томатная паста поджарилась. Все такое стало блестящее, красивое. Достаточно. Выкладываем это дело в кастрюлю к мясу. Ай, посмотрите, какая красота. Обязательно нужно помыть сковородку. У меня есть бульон из морозилки. Мне нужно его использовать, друзья мои. Конечно, можно и водичкой. Тоже будет вкусно. И сюда. Угу. Сюда же этот мой бульончик. Пусть тает. Соль. Несколько горошин душистого перца. И, друзья мои, тимьян. Хочу сегодня к мясу добавить тимьян. Мы сами собирали, сами сушили. Я думаю, будет хорошо. Немножко добавлю воды, чтобы покрыло мясо. Когда содержимое кастрюли хорошо закипело, немножечко здесь тут сделаю ветер. Ну, мне нравится, красиво. Снова накрою крышкой и сделаю самый минимальный нагрев. Чтобы так просто томилось, друзья мои, часика полтора. А вы спросите: Аня, где же грибы? А еще не время. Грибы будут позже. Прошло 1,5 часа и можно продолжать. Достаем грибы. Да, друзья мои, я их прятала, потому что сынишка говорит: мама, что за такие вкусные грибы? Обычные шампиньоны. Мясо стало мягким. Добавляем грибочки. Угу. Лавровый лист. Конечно же, черный молотый перец. Перемешаю. Посмотрите, какая красота у нас здесь. Подливки получилось много. Это и хорошо. К нашей каше будет. И последний штрих. Хочу подливку немного загустить. Для этого крахмал. Конечно же, можно муку. А вот так, я думаю, будет достаточно. Столовую ложку. Холодная вода. Все хорошо перемешиваю, чтобы он растворился. И вливаем. И сразу перемешиваем. Увеличиваю нагрев, чтобы быстренько хорошо закипело. Крахмал не нужно сильно долго варить. Какая красота у нас здесь. Ух! Накрываю крышкой и выключаю нагрев. И даем немножечко, конечно же, настояться, чтобы все процессы приготовления остановились. И будем вкусно ужинать. Да, уже ужинать. Уже ужинать. Я думаю, можно подавать. Кашка. Сейчас мы ее сделаем вот так вот. Ой, какая рассыпчатая. Ну и теперь наша подливка. Ух ты! Да, она еще немножечко так как бы томится. Взбодрим. И поехали. И обязательно вот так вот. Эта подливка очень вкусная. Первый пошел. Да, Сережечка, первый пошел. Ну а что здесь пробовать, друзья мои? Я уверена, вы и так знаете, как это вкусно. Со своей тарелки мясо очень хорошо приготовилось. Мягенькое, прямо на волокна. Сама подливка получилась такая густая, наваристая. С кашей это просто обалденно. Ну все, быть добру. Во благо. Мясо просто растаяло во рту. Во.
Это очень вкусно. У сына губа не дура. Знает в толк едя. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и наслаждайтесь жизнью. Мир вашему дому, счастья и благополучия. Ну реально вкусно и красиво. Ой, смотри, прям мягко-мягко. Да класс. Аромат такой стоит на весь дом. Все, сына, обед. Вау, дождался? Он уже час. Давай микрофон. На, микрофон. Огурчики будете? С сыром. Садись, пробуй. Я же хочу узнать твое мнение. А это вкусно. Мама старалась. Откуда ты знаешь, что это А вкусно? я вижу. Пахнет Мама вдоволь, всегда да? старается для нас. Хлеб все у нас вообще. Обалденно очень. Обалденно? Да. А поблагодарить Боженьку за то, что у нас есть еда, за то, что у нас такая мама вкусная, за то, что крыша над головой есть. Мама Благодарите вкусная? Бога за всё. Не, ну мама вкусно готовит, я ж не говорю, что... Давайте, Все, наслаждайтесь. благодарю тебя, Боже, за сегодняшний день, за то, что у нас есть пища, за то, что мы все вместе. Благодарю. Благодарю за достаток и изобилие. Вкусно? Доволен? Да. Ну и порядок. Все, давай тогда. Солнышко, присаживайся, давай кушать. Ух ты, какое шикарное мясо. Я, наверное, одно мясо сейчас поем. Ага, наверное. Ой, Угадал. горяченькое. Дуйте. Горячее.